Приветствую, друзья! Это Шиноби. В данном видео я продемонстрирую, как установить локализацию Star Citizen на примере Star Citizen Helper. И первое, что нужно сделать, это перейти на гид данного проекта и загрузить последнюю версию программы. Соглашаемся с ее установкой и устанавливаем. Пока все можно оставить по умолчанию. Установка завершена. Запускаем программу и переходим к ее настройкам. Выбираем язык. Я выбрал русский. Программа сообщила, что доступна новая версия локализации, но пока нас это не интересует. Указываем путь к исполняемому файлу игры. В моем примере это некий путь Star Citizen Live bin64 и имя файла. Переходим во вкладку «Локализация». Нажимаем «Загрузить пакет обновлений», после чего нажимаем «Полная установка». Для запуска игры Star Citizen Helper должен получить специальный токен, который генерируется лаунчером. Нажимаем кнопку «Включить модификацию» и запускаем лаунчер, после чего запускаем игру с помощью лаунчера. Данные действия я рекомендую повторять перед каждым запуском игры. Так как модификация была включена, то сейчас игра вылетит с ошибкой. Именно этого мы и добиваемся. Это позволит нам не ждать полного запуска игры с прогрузкой в главное меню. Программа уже получила сформированный лаунчером токен. А вот и ошибка при запуске игры. Нажимаем ОК, ОК, и теперь лаунчер можно закрыть, он нам больше не нужен. Далее игру будем запускать через соответствующую кнопку в Star Citizen Helper. Теперь программу можно закрыть. Все готово. Игра запустится, и она будет локализована. Напомню, я рекомендую при запущенном Star Citizen Helper запускать игру с помощью лаунчера, дожидаться ошибки игры, после чего снова запускать ее уже с помощью Star Citizen Helper. Данный пример продемонстрировал, как установить полную версию локализации. Но есть и другие варианты. Во вкладке «Репозиторий» вы можете выбрать локализацию без названий. Это подразумевает, что все названия точек интереса в ней на английском, чтобы было проще находить по ним информацию и обмениваться с друзьями. Также у этой локализации есть дополнительные подверсии. Вы можете выбрать вариант с нелокализованным ходом корабля, а при желании можно оставить и название миссий с названием предметов также на английском. Это все, что касалось самой локализации. В программе есть еще масса дополнительных опций, но это уже не касается перевода. И помните, локализация распространяется абсолютно бесплатно. А я с вами прощаюсь. Пока.